В водах у южных берегов Японии, недалеко от острова Йонагуни, скрывается нечто, что уже несколько десятилетий будоражит умы ученых и любителей тайн. Огромные каменные террасы, ступени и платформы лежат на глубине примерно 100 футов. Их линии слишком ровные, чтобы быть случайным капризом природы, но и слишком странные, чтобы полностью вписаться в архитектуру известной нам древности. Одни археологи уверены, что это древний город, затонувший после мощного землетрясения тысячи лет назад. Другие настаивают, перед нами всего лишь причудливое образование из песчаника, созданное силами воды и ветра. Легенды местных жителей добавляют огня в эту дискуссию. Они рассказывают о потерянной земле, ушедшей под воду в результате великого катаклизма. Возможно, это был древний аналог Атлантиды или очередная красивая сказка, родившаяся на берегу моря. Мы точно знаем лишь одно. Йонагуни хранит свои секреты крепко, и под толщей воды могут скрываться ответы на вопросы, которые изменят наше представление о древнем мире. А вот следующая история заставит вас взглянуть на историю человечества буквально снизу вверх. Могила великанов. В начале 20 века американские газеты публиковали сенсационные заметки. Археологи находили скелеты людей ростом более 10 футов. Похожие находки позже якобы делали и в Африке. Одни фотографии показывали массивные черепа, другие — длинные кости, которые вдвое превышали размеры обычных. Эти находки быстро обросли легендами о древних великанах, упоминаемых в мифах почти всех культур. От библейских нефилимов до скандинавских йотунов. Научное сообщество относится к этим сообщениям скептически. Многие случаи оказались подделками или результатом неправильных измерений. Однако несколько странных артефактов и костей, которые до сих пор хранятся в частных коллекциях, остаются без окончательного объяснения. Если хотя бы часть этих находок настоящая, это значит, что на нашей планете могли существовать гигантские люди, и тогда наши школьные учебники по истории придется переписывать. Но следующее открытие уводит нас от костей и скелетов к золоту, которое, по легенде, принадлежало тому, кого будто и не существовало. Золото фараона, которого не было. В Египте археологи нашли клад загадочных золотых артефактов, на которых выгравированы имена и титулы фараона, чье имя не встречается ни в одном официальном списке правителей. Эти украшения и предметы быта настолько искусно изготовлены, что их создатели явно владели продвинутыми технологиями обработки металла. Одни историки считают, что это мог быть забытый правитель, чье имя стерли из истории по политическим причинам. Другие уверены, мы имеем дело с подделками или с артефактами, сделанными в честь мифического персонажа. Но как объяснить, что стиль и материалы полностью соответствуют эпохе, которую они якобы представляют? Эта находка ставит под сомнение официальную хронологию Египта и заставляет задуматься, сколько еще правителей и событий могло исчезнуть из наших книг. А вот следующая загадка перенесет нас туда, где, казалось бы, ничего кроме льда быть не может. Пирамиды подо льдом. На снимках со спутников, сделанных над Антарктидой, исследователи заметили странные пирамидоподобные формы, частично скрытые под толщей снега и льда. Их пропорции настолько правильны, что трудно поверить в их природное происхождение. Это породило гипотезы о том, что Антарктида когда-то была свободна ото льда, и там могла существовать развитая цивилизация. Сторонники теории утверждают, что эти сооружения — следы древних знаний, затерянных из-за глобальной катастрофы. Скептики же считают, что мы просто видим горы с идеальными гранями, созданными процессами выветривания и эрозии. Но сам факт, что под толщей льда могут скрываться остатки цивилизации, дает пищу для воображения и споров по сей день. Дальше же нас ждет история о камне, который буквально открыл дверь в мир давно забытых языков. Камень, который говорит. В конце 18 века в Египте был найден артефакт, ставший ключом к разгадке древних письмен. Розетский камень содержал один и тот же текст, высеченный на 3 языках — древнеегипетских иероглифах, дематическом письме и древнегреческом. Благодаря этому ученые впервые смогли расшифровать таинственные символы, которыми древние египтяне пользовались тысячи лет. Без этого камня мы до сих пор могли бы лишь гадать, что именно написано на стенах храмов и саркофагов. Но что интересно, некоторые исследователи считают, что находка могла быть не случайной, а тщательно подброшенной, чтобы направить историков по определенному пути. И уже следующая история покажет, что иногда древние тексты скрывают куда больше, чем просто переводы. Тайна свитков. В середине 20 века в пещерах у Мертвого моря пастухи наткнулись на глиняные кувшины, внутри которых оказались древние рукописи. Эти свитки, написанные на иврите, арамейском и греческом, содержали тексты, которые могли бы изменить представление о зарождении иудейской и христианской традиций. Ученые выяснили, что свитки создавались примерно 2000 лет назад. Некоторые фрагменты оказались копиями известных религиозных текстов, другие совершенно уникальными, с упоминаниями событий и людей, о которых мы не знали. Были и более смелые предположения, что среди
среди них есть скрытые пророчества или тайные знания, которые так и не раскрыли широкой публике. Но следующее открытие унесет нас еще глубже в туманные воды мифов, где легенды и археология сплетаются в один клубок. Город из легенд Атлантида — один из самых живучих мифов в истории человечества. Но что, если у него есть реальная основа? Археологи находили руины городов, ушедших под воду, на разных континентах. Одни из них могли вдохновить Платона на создание своей истории. Например, затопленные строения у берегов Испании и Багамских островов подозрительно напоминают описание древней Атлантиды. Скептики считают, что это просто совпадение, а сторонники альтернативных теорий уверены, Атлантида была реальной цивилизацией, погибшей от гигантского катаклизма. И чем больше мы находим под водой, тем сложнее отвергать эту возможность. Но есть находка, в которой нет и намека на воду. Зато есть армия, застывшая в вечной готовности. Армия, застывшая в глине. В Китае, недалеко от города Сиань, рабочие наткнулись на гигантское подземное захоронение, в котором стояли тысячи глиняных воинов. Каждый из них уникален. Разные лица, прически, оружие и даже следы раскраски, которая почти исчезла за тысячелетия. Это терракотовое войско первого императора Китая Цинь Шихуана, созданное, чтобы сопровождать его в загробной жизни. Но загадка в другом. Почему некоторые воины держат оружие из металла, который практически не подвергся коррозии за более чем 2000 лет? Некоторые считают, что это результат особой технологии обработки, которая могла быть утрачена. А теперь мы снова возвращаемся под воду, но на этот раз в место, которое связывают с древними индуистскими мифами. Затонувший храм. У побережья индийского города Дварка-дайверы обнаружили остатки древних строений, которые, как считают местные легенды, принадлежали городу бога Кришны. Эти руины лежат на глубине более 120 футов и включают стены, колонны и лестницы, словно вырезанные из цельного камня. Археологи предполагают, что город был затоплен в результате резкого подъема уровня моря несколько тысяч лет назад. Легенды же утверждают, что он был уничтожен божественным гневом. Что интересно, возраст находок может быть значительно больше, чем даты, которые современная наука приписывает цивилизации в этом регионе. Но следующая история напомнит, что иногда самые опасные находки скрываются не под водой, а под землей, и их лучше не тревожить. Проклятая находка. Когда археологи вскрыли гробницу Тутанхамона в начале 20 века, мир захлестнула волна слухов о проклятии фараона. Несколько человек, участвовавших в раскопках, вскоре умерли при странных обстоятельствах. От инфекций до несчастных случаев. Газеты подхватили эту тему, и история быстро обросла мистическими деталями. Ученые объясняют все совпадением или воздействием древних плесневых спор. Но до сих пор находятся люди, которые верят в реальность проклятия. Возможно, это всего лишь красивая легенда, но она превратила находку в одну из самых известных в истории археологии. А впереди нас ждет история, в которой древняя стихия уничтожила целые города, оставив после себя только выжженные земли. Огненная дорога. В недрах Земли скрыта сила, способная уничтожать города за считанные часы. Археологи находили следы древних вулканических катастроф, которые оставили после себя только обугленные руины и застывшие реки лавы. Один из самых известных примеров — Помпеи, но существуют и менее известные места, где целые поселения были стерты с лица земли и забыты на века. В некоторых районах находили даже окаменевшие фигуры людей и животных, застывших в момент катастрофы. Ученые используют эти находки, чтобы понять, как жили древние общества и как они пытались предсказать извержения. Но что, если некоторые катастрофы были не случайными? Дальше мы отправимся в еще более далекое прошлое, к символам, которые оказались куда древнее, чем думали ученые. Символы на камне. В пещерах Европы и Азии археологи нашли наскальные рисунки, возраст которых оказался значительно больше, чем предполагалось. Некоторые изображения сделаны не людьми современного типа, а их древними родственниками — неандертальцами. Это открытие перевернуло представление о том, кто первым начал использовать искусство и символы для передачи знаний. Встречаются и странные знаки, которые до сих пор не удалось расшифровать. Скептики считают их простыми украшениями, а сторонники альтернативных теорий уверены, что это зашифрованные послания или древние карты. Но следующая находка заставит задуматься о том, что некоторые технологии могли появиться на тысячи лет раньше. Машина времени древних. В водах у греческого острова Антикитера был найден странный механизм, состоящий из множества бронзовых шестеренок. Ученые датируют его более чем 2000 лет и считают, что он использовался для расчета движения планет и затмений. Точность устройства настолько поразительна, что некоторые исследователи назвали его первым аналоговым компьютером в истории. Но возникает вопрос, кто мог создать такую сложную машину в эпоху, когда, как считается, технологии были куда примитивнее? И если этот артефакт кажется невероятным, то следующая находка заставит пересмотреть
рассмотреть само понятие древности. Храм старше пирамид. На территории Турции археологи обнаружили Göbekli-Tepe, храмовый комплекс, возраст которого превышает 12 тысяч лет. Это делает его старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Огромные каменные столбы с резными изображениями животных и символов говорят о том, что у его создателей была сложная культура и развитое общество. Но загадка в том, что этот храм был намеренно засыпан землей, как будто кто-то хотел скрыть его от будущих поколений. Причины этого до сих пор остаются неизвестными. А финальная история перенесет нас в город, который словно застрял вне времени. Город без времени высоко в горах Перу спрятан Мачу-Пикчу, город инков, который долгое время оставался неизвестным для внешнего мира. Его стены сложены настолько точно, что между камнями невозможно просунуть даже лезвие ножа. Ученые до сих пор спорят, как именно строители достигли такой точности без современного инструмента. Одни считают, что Мачу-Пикчу был резиденцией правителя, другие — священным местом или обсерваторией. Легенды же приписывают его создание силам богов. Это и другие находки из нашего списка показывают, что история человечества куда сложнее и загадочнее, чем мы привыкли думать. Возможно, самые важные ответы все еще скрыты под водой, под землей или в пыльных хранилищах музеев, ожидая своего часа, чтобы переписать наше прошлое.